Очередная новость, которая наталкивает на размышления. Жители Ижевска завалило кирпичной пылью. Так звучит, прямую завалили. Кирпичной пылью с местного завода Роспотребнадзор утверждает, что... Короче, он утверждает, что все нормально. И давайте идите дальше, куда шли. Что ничто не превышает допустимых концентраций опасных веществ. И в воздухе все нормально. Там люди... Спокойно. Роспотребнадзор взял пробы воздуха в районе Ижевского завода кирпича и керамзита АЗКМ и не нашел в них превышения предельных допустимых концентраций. Такое впечатление, такая новость, что она говорит о том, что да все нормально. Вы что? Ну, то есть просто нормально. Ранее жители Ижевска пожаловались. Вы что, охренели что ли? Ижевск. Из Ижевска есть кто-то? Напишите. Вы там... Вам что, не нравится что ли красный воздух? И зеленый сейчас вам придумаем, что они пожаловались на рыжую пыль. Чубайсы им не нравится, теперь им уже и пыль не подойдет. Слушайте, ну на вас не угадаешь. В местных сообществах в соцсетях были опубликованы фотографии улиц и дворов, покрытых слоем кирпичной пыли. Ну, сказано же, все нормально. Взяли пробы, все замечательно, дышите глубже. Осенью прошлого года Верховный суд России отклонил требования ИЗКМ отменить постановление Роспотребнадзора об административной ответственности. Тогда завод был оштрафован за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Ну, видите, толку нет никакого, поэтому дышите глубже, все нормально. Руководство не оповестило ни жителей, ни власти о вредных выбросах. Нормально. Проверка нашла в пробах воздуха диоксид азота, оксид углерода, бензопирен и, ну, короче говоря, сейчас вот часто говорят, да, семья, чтобы дети процветали, развивались, уроки о важном. До этого урока пока дойдешь, ты уже другого цвета будешь. Там придешь, так тебе придут, понимаете ли, там, значит, граждане рассказывать про важные дела. И они же сами же и не выдержат твоего внешнего вида. А воздух нормальный, нормальный. Просто лучше в противогазе им дышать. Оксид углерода, бензопирен и неорганическую пыль, содержащую диоксид кремния. Охренеть. Такой очень насыщенный воздух. Да, то есть, ну, запах явно не весны, но он явно такой бодрящий. В постановлении говорится, что сотрудники предприятия знали о выездной проверке за день до нее. Что говорит? Так они, значит, они как-то умеют телепатически узнавать информацию. И в результате в день отбора проб цех по производству керамзита не работал, а территория завода была полита водой. Благодаря этому концентрации опасных веществ не превышали предельно допустимых. На кого это рассчитано? Вот они у всех на глазах что-то там поливают, что-то. Приезжает какая-то комиссия, люди такие стоят, рыжие, на них смотрят. А комиссия едет, вокруг, и во всем городе ходят рыжие люди. Прям как город Чубайса просто, понимаете? Они такие едут, а им говорят, приезжают, а там все залито водой. И комиссия приезжает, такая, ну вроде нормально. А что у вас там все рыжие? Они говорят, воды надышались, наверное, я не знаю. На пыль, выбрасываемую заводом, горожане регулярно жалуются. А комиссия говорит, нормально все. В течение нескольких лет, в 23-м году тогдашний мэр города Олег Бекметьев встречался с руководством завода и обещал, что за 2 года предприятие завершит экологическую программу. Оно завершит народно-населенческую программу. Скоро завершит с народом. Все, будет только ветер и бумажки по дороге будут летать рыжие. Летом того же года Бекметьева задержали. В марте этого года приговорили к 5 годам колонии. Это нормально вообще? Кто-то за этим следит? Вы знаете, хочется общую картину понять. Потому что вот только что перед этим там какой-то каучуковый завод шандарахнул, причем не первый раз, и тоже заражение. Вы знаете, у меня складывается впечатление, что мы все проходим какой-то квест. Мне кажется, дело в том, что это еще как-то совпало, наложилось одно на другое. Путин официально сообщил так несколько лет назад, что он, вот пора, значит, поставить вопрос ребром и защитить народ. И с тех пор этого народа все меньше и меньше, а те, которые остались, они все рыжее и рыжее. Я вот к чему, то есть в очередной раз хочется попросить договориться о терминах. Вообще, о чем идет речь? Может быть, в тот момент, когда защищают, лучше отойти подальше и как-то жить не так близко к этим чудесным, тоже, наверное, защитным заводам?
К 5 годам приговорили. Откуда он взялся, откуда они все берутся, что это за комиссия такая едет по рыжему городу, говорят, все нормально, один раз. В следующий раз, сейчас они пробы воздуха берут. Уже миниатюры на это были, помните, про печку, да, что печка, значит, угар идет. Один из комиссии к форточке подошел, да, ну все нормально, не подпишу. Ну, я вам так скажу, друзья мои, что это просто действительно какое-то испытание, то есть проверяют, наверное, народонаселение на выживаемость. Народонаселение, уже пора перепись проводить, кто остался, кто прошел эту эстафету. Ну, это просто раз за разом, еще это не единичный случай. Больше того, каждый из этих случаев, вот представляете, новость так и публикуется, это инсайдер публикует, что они повторяются. И те, кто это делают, они сохраняются. И они, наверное, они каким воздухом дышат? Они, наверное, не находятся, мне кажется. Там, где их предприятие, мне кажется, они живут где-то в другом месте, недалеко, вот за углом сразу, да, за Дубаем направо. Мне кажется, они где-то там. Потому что они не будут дышать тем, что они делают. Поэтому как-то как вот... Или они там, кстати, вот я не знаю, напишите. Ну, как-то странно, не знаю. Вот честно, мне тут просто нечего прибавить. Ну, потому что событие за событием. Там выбросы, здесь вбросы, мигрантов навезли по миллиону в месяц, массовые отравления, их все равно везут. Поднимается волна, даже уже Бастрыкин говорит, вы там Госдума, причем он говорит, вас уже Госдурой называют. Они обиделись, говорят, Бастрыкин, ты что? Ты посмотри на наших Валуева, там, еще каких-нибудь гимнасток, где ты тут дуру увидел? Понимаете, они возмутились как. А Бастрыкин говорит, я вам про другое, я вам про границу. Они говорят, там и про Валуева, про гимнасток. Какие границы? Ты что? Понимаете? Вот так. Так что, ну, я не знаю, слова поддержки жителей Ижевска пишите, как вы там. А я вам напишу, как можно. Какие есть страны еще. Это там не все рыжие в других странах, наверное. Не знаю. Не знаю, какие-то. Хочется слова поддержки сказать в любом случае, потому что на нас словно какой-то эксперимент ставят. Мы как будто к полету в космос готовимся. Главное, что летят в космос американцы, а мы готовимся. Ну, наверное, в очереди. Наверное, следующий мы полетим, и, видимо, на наших ракетах. А чтобы на них лететь, сначала надо подышать кирпичной пылью после каучуковой. И тогда уже ты, как говорится, сможешь пройти, наверное, огонь, воду и пару космических галактик. Наверное, так. Мне такое, просто понимаете, когда это подряд идет, причем все те же сохраняют свои посты и должности, ну вот одного посадить на 5 лет, другого на 20. Я помню, история достаточно громкая была в США, это компания, промышленный гигант Дюпон, ее победить было сложно, у них лучшие юристы, ну кое-как победили, но она, слава богу, не полностью развалилась, потому что есть на этой планете места, где можно сохранить свое существование. Фирма Дюпон, это вот, знаете, покрытие на сковородках, да, вот такое. Там пифтороксановая кислота, фильм «Темные воды», кстати говоря, выходил, можете посмотреть, этому посвящено. Перетравили американцев кучу, там, конечно же, иски, ну, это там, вот. И они оттуда уехали, потому что, чтобы эти иски выплачивать, надо где-то работать, но их же нигде не пустят. Поэтому они на это самое... Сейчас вот даже скажу, как-то адрес звучал, мне попадалось, куда они переехали. Крылатские холмы. Никто не знает, кстати, какая это страна. Если вот кто-то знает, кто-то слышал, Крылатские холмы. Вот, это где-то недалеко от Рублевки вроде. И даже там президент вот той страны, где они поселились потом, вот эта фирма-гигант, которая перетравила в океане рыб, даже в них находили вот эту пифтороктановую кислоту, когда вот для покрытия то, что делали, они сами изобретали химию, какие-то химические вещества, которые оказались токсичными, но там это корпоративная этика, это свои внутренние, ну, в общем, там долго рассказывать, лучше фильм посмотрите, там было много посвящено разборов. Вот, и они вот переехали в страну, и там даже президент ходил и в желтом костюме. Там как раз какая-то болезнь была, которой не было. Он сказал, болезни никакой нет, в костюме ходит потом. И там написано Дюпон, такая вот компания. Вот, я это, собственно, к чему? Вот такое ощущение, что все самые лучшие компании съезжаются в какие-то места, где наверное, хотят... я даже не знаю, как это назвать, да, то есть произвести какой-то народ, который будет как в фильме «Чужой». На него ничего не будет действовать. И вместо крови кислота у нас скоро будет, мне кажется. Вот, рыжая. Вот мне так кажется. Как кажется вам, пишите, и мои слова поддержки, если тем, кто это не выдерживает. А тем, кто уже выдерживает, и тот, кто уже плюется кислотой, ну, те просто, вы даете. Вот, что я вам могу еще сказать. Увидимся.